Доброго времени суток, с вами библиотека номер 187 города Москвы. И сегодня мы послушаем лекцию о Соловецких островах, или попросту, как их называют, Соловки, о Соловках. Соловецкие острова – это такой архипелаг в Белом море, на самом севере нашей страны, самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Соловецкие острова состоят из 6 крупных островов. В архипелаг также входит более 100 малых островков. Археологические раскопки показывают, что и в доисторические времена здесь были стоянки людей, здесь жили люди. Судя по всему, здесь бывали представители финских народов, карелы, саамы финно-угорских. И доплывали до сюда, но каких-то поселений, таких постоянных, здесь не возникло. Эти поселения возникли уже в XII-XIII веке, когда сюда добрались русские колонисты. Вот так вот сегодня выглядит Соловецкий монастырь. Это, собственно, основной комплекс зданий, которые находятся сейчас на Соловках. До сих пор здесь живут монахи в основном, и местные жители, их не очень много. Такого постоянного населения здесь, в общем-то, действительно очень небольшое количество до сих пор. Тут так и, в общем-то, не появилось городов, только небольшие поселки. В 1429 году здесь обосновались первые монахи. И, в общем-то, с 15 века отсчитывают название начала монастыря, Соловецкого мужского монастыря. Здесь начали строить деревянные церкви, но в силу обстоятельств, прежде всего обстоятельств такого пожарного характера, деревянная архитектура до нас не дошла. Хотя вообще север известен своей деревянной архитектурой, вспомнить те же Кижи, но на Соловках все очень быстро и легко горело, поэтому здесь очень быстро перешли к каменному строительству. Во многом это было связано с тем, что просто деревянное строили, оно сгорало. Строили, оно сгорало. В XVI веке здесь уже появились каменные церкви, появилась крепостная стена. Дело в том, что это рассматривалось как такой северный рубеж российского государства. Сюда фактически, в общем-то, цивилизация на тот момент не доходила, и кроме монахов здесь толком никто и не жил. Но поскольку, в общем-то, была недалеко граница, северная граница, с тем, что мы сейчас называем скандинавские страны, а если плыть западнее, то там уже Великобритания. Конечно, здесь речь идет, прежде всего о таком традиционном враге России 16, 17, 17 века, о Швеции. А дальше еще и Великобритания. И поэтому здесь, в общем-то, возвели такие крепостные стены, которые, надо сказать, не раз использовались по прямому своему назначению. Когда началась церковная реформа патриарха Никона в 17 веке, когда пытались унифицировать богослужебные книги и вообще богослужение, тогда возникли старообрядцы, то есть те, кто не принял реформу. И также одним из серьезных таких очагов антицерковного, антиреформистского движения был Соловецкий монастырь. Как раз художник Сергей Милорадович уже в XIX веке изобразил Соловецкое восстание. Когда власти узнали, что на Соловках восстали монахи и не приняли новые реформы, войска осадили монастырь.
с 1668 по 1676 фактически монастырь находился в такой осаде. Вот, и взяли крепость в результате предательства одного из монахов. Практически все мятежные монахи были в тот момент убиты. Ну и, соответственно, Соловецкое восстание закончилось. Природа Соловецких островов и вообще вот эта вот особая атмосфера русского севера, вот эта вот красота, которая разлита здесь и которую душа очень хорошо принимает, это вдохновляло очень многих художников, в том числе и знаменитого художника Михаила Нестерова, передвижника, члена мира искусства, потом он был советским художником, лауреатом Сталинской премии. Вот, и он как раз был известен такими религиозными сюжетами, пейзажными. И Соловецкие острова вдохновили его на вот такие вот работы. Вот одна из работ, «Лисичка» она называется, написана вот под впечатлением от Соловков. И, конечно, вот Соловки здесь изображены с этой северной природой. Ну вот, пожалуй, тоже работа Михаила Нестерова. И, пожалуй, лучшее, что передает атмосферу вообще вот этих красивых, таких уединенных мест, где толком нету постоянного населения, кроме монахов, где нетронутая природа, где нет городов, где фактически не ступала нога человека. А до сих пор, в общем-то, эти места являются прежде всего туристическими. Вот на этой картине Михаила Нестерова как раз вот эта красота получила свое отражение в произведении искусства. В XVI-XVII веке монастырь выдержал несколько нападений шведских. В XIX веке во время Крымской войны англичане обстреливали крепостные стены, но неудачно. Надо сказать, стены были так очень основательно построены, что всерьез взять монастырь никому не удавалось, и по большому счету нападавшие уходили ни с чем. Стоит также отметить, что с 16 по конец 19 века здесь находилась Соловецкая монастырская тюрьма. То есть сюда ссылали, как бы мы сейчас сказали, политических заключенных того времени, и не только. Многие известные люди вот через эту тюрьму прошли. То есть вообще как и многие отдаленные от Москвы, Петербурга, вот вообще европейской части России места, Соловки использовались вот как место ссылки. А то, что мы видим, это цветные фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Именно так он запечатлел в начале 20 века. Это именно цветные фотографии. Он очень сложным способом их получал, но тем не менее, вот так он запечатлел монастырь. Надо сказать, что современные фотографии мало чем отличаются. То есть там мало чего вообще вот так визуально изменилось. Тоже фотография Сергея Михайловича Прокудина-Горского, тоже цветная, тоже начало 20 века. После революции монастырь был ликвидирован, как и почти все монастыри, в общем, находившиеся на территории революционной России. Культурные ценности и запасы продовольствия были реквизированы, вывезены. И здесь появляется лагерь принудительных работ, вот, который получит название «Слон». Соловецкий лагерь особого назначения.
Потом там была тюрьма до конца 30-х годов. Значительную часть заключенных составляли так называемые политические заключенные, то есть те, кто сидел не за уголовные преступления, а за политические. И надо сказать, что Соловки вот в таком массовом сознании из-за вот этой тюрьмы, из-за вот этой отдаленности, из-за достаточно жестких условий содержания, это стало одним из таких символов сталинских репрессий. Но прошли времена, закрылся лагерь, началась оттепель, и чуть позже, в 1967 году, был создан Соловецкий музей-заповедник. Вот сейчас это называется Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, который сейчас вместе с монастырем существует. А в 1988 году был создан вновь церковный приход, и потом, в общем-то, возобновилась деятельность монастыря, которая продолжается и поныне. Вот сейчас хочется вам показать несколько таких знаковых построек, несколько знаковых храмов этого монастыря. Как известно, в монастырях, как правило, храмов достаточно много. И в этом плане Соловецкий монастырь не исключение. То, что мы с вами видим, это храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной палатой. Первый, по большому счету, вот дошедший до нас, опять же, деревянные храмы просто сгорели. Дошедший до нас такой храм, памятник архитектуры. Это новгородская традиция. Все вы, наверное, помните со школьных времен, что в Новгородском княжестве возникла, в общем-то, своя такая традиция архитектурная, отличавшаяся от Владимира Суздальской и других архитектурных школ, отличающаяся таким белым цветом, достаточно суровым таким видом и, в общем-то, под стать природе. Декора на, в общем-то, храмах, которые строились в Новгороде и вообще на севере, было, как правило, не очень много. Вот. Исключением, наверное, является вот как раз деревянное зодчество, которое частично до нас с вами дошло. Перед вами Спасо-Преображенский собор, тоже 16 век, тоже вот это вот такая новгородская традиция, когда, в общем-то, изящество – это уже второе, о чем думали. Ну, то есть, посмотрите, какое все массивное, большое, основательное. Но надо сказать, что здесь уже есть приемы, которые присущи московскому зодчеству, например, шатровая конструкция венчания храма, вот, и другие. Вот, и что придает, в общем-то, собору такой необычности. То есть это уже такое соединение новгородской и московской традиции. Когда закончили строительство крепости, построили храм Благовещения Пресвятой Богородицы, надвратную такую церковь, очень небольшую, которая вот встречала людей, которые въезжают в монастырь. И последнее, что, наверное, стоит показать из знаковых таких построек, это колокольня. Современная вот колокольня, которая до нас дошла, была построена во второй половине XVIII века. И это уже, конечно, такая западная, барочная традиция. Уже вот в таком древнерусском стиле храмы строили на тот момент достаточно редко. Тут, конечно, уже чувствуется вот влияние западноевропейского барокко. Соловки сейчас привлекают туристов,
И это неудивительно. Это вот одно из тех немногих мест, где соединилась прекрасная, лаконичная, но и в то же время очень простая архитектура и, конечно, фантастической красоты природа. Вот. Недаром вот этот вот историко-природный комплекс является культурным наследием ЮНЕСКО, входит вот в этот перечень. Спасибо за внимание.